Мышление – это активное, целенаправленное отражение окружающей действительности в сознании человека. Сущность мышления – это решение задач. Мыслительная деятельность представляет собой единство двух операций. Это анализ и синтез. Анализ – это разложение исходных образов на части, а синтез – это последующее их соединение в новые сочетания. Под интеллектом понимается совокупность самых общих умственных способностей, обеспечивающих успех в решении разнообразных задач. Музыкальный разум основывается преимущественно на механизмах тональной памяти. Если лингвистические способности у нормального человека правши почти полностью локализованы в левом полушарии мозга, то основные музыкальные способности, в том числе и чувствительность к высоте звука, у большинства нормальных людей располагаются в правом полушарии. Расположение музыкальных способностей в правом полушарии позволяет предположить, что определенные музыкальные навыки могут быть тесно связаны с пространственными. Так физиолог Лорен Харрис утверждает, что малое количество женщин-композиторов объясняется не трудностями музыкальной обработки, а скорее несовершенством пространственных способностей у женщин. Говард Гарднер – американский психолог, специалист в области клинической психологии и нейропсихологии, автор теории множественного интеллекта. Появлению его теории предшествовало длительное исследование ученым человеческого мозга сотен людей. Так Гарднер изучал характеристики мозга, поврежденного в результате инсульта или несчастного случая, также мозг одаренных и умственно отсталых людей, представителей разных этнических культур. В результате своих исследований ученый предположил, что интеллект концентрируется в разных областях мозга, которые взаимодействуют друг с другом, либо работают независимо друг от друга и могут быть развиты при наличии соответствующих условий. Гарднер пришел к выводу, что человек обладает не единым интеллектом, а рядом относительно независимых интеллектов. По его мнению, так же, как все мы обладаем разной внешностью, неповторимыми особенностями темперамента и личности. Вот именно так же мы обладаем и различными интеллектуальными профилями, то есть сочетанием интеллектов. В своих книгах и научных статьях он в разное время излагал основы своего подхода и выделял несколько типов интеллекта, проявляющие себя посредством специфических талантов, навыков и интересов. Так исследования Гарднера пошатнули и устои педагогики. В 1983 году он выдвинул теорию мультиинтеллекта, в котором обосновал наличие музыкального мышления как самостоятельного вида мышления. Однако деятельность музыканта основана не только на музыкальном мышлении как таковом. Давайте это подробнее разберем. Итак, рассмотрим виды интеллекта по Гарднеру с указанием на виды интеллекта, необходимые в музыкальной деятельности. Первый вид называется вербально-лингвистический. Характеристики у него следующие. Это грамотность, способности к изучению языков, писательские и ораторские способности, любовь к чтению, хорошее владение словом, устной речью, способность сочинять стихи и тому подобное. Такой вид интеллекта необходим музыковеду, а также музыканту-педагогу. Следующий вид интеллекта называется логико-математический. Способность к анализу, упорядочению, умение устанавливать причинно-следственные связи и оперировать абстракциями. Такой вид интеллекта необходим ученому-музыковеду, а также преподавателю теоретических дисциплин. Музыкальный ритмический интеллект включает в себя способность запоминать и чувствовать музыку, это также чувство ритма и музыкальный слух. Это владение музыкальными звуками как средством самовыражения и способность сочинять музыку. Такой вид интеллекта необходим композиторам и аранжировщикам. Визуально-пространственный интеллект включает в себя зрительную память, чувство пространства, способность ориентироваться в нем. В музыкальной деятельности это, например, чувство акустики различных помещений, где проходят выступления. Такой вид интеллекта необходим, например, звукорежиссеру. Телесно-двигательный интеллект предполагает искусное владение телом, мимикой, это быстрота реакции, чувство времени, координация, тактильная память. В музыкальной деятельности телесно-двигательный интеллект служит основой для развития исполнительской техники и поэтому необходим каждому исполнителю. Межличностно-коммуникативный интеллект – это способность к сопереживанию,
умение работать в команде, способность влиять на людей. В исполнительской деятельности такой вид очень важен в ансамблевом и оркестровом музицировании, а также необходим педагогу. Внутриличностный интеллект – это способность понимать собственные чувства, управлять ими, способность делать самоанализ, способность к самоконтролю, высокая степень осознанности. Такой вид интеллекта важен дирижерам, а также педагогам. Натуралистический интеллект – это интерес к изучению окружающего мира, флоры, фауны и природных явлений. Пожалуй, в музыкальной деятельности он занимает наименьшее место. И последний вид – это спиритуальный интеллект, то есть способность предвидения. Такой вид важен педагогу и композитору. Хотя все люди в той или иной степени способны проявлять все разновидности интеллекта, каждый человек характеризуется уникальным сочетанием, чем и объясняются индивидуальные различия между людьми. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!